Всем привет, дорогие друзья! Сегодня Брюсу Уиллису исполняется 66 лет. Добавить сюда еще одну шестерку, ему опять пришлось бы спасать мир. В честь такого праздника я решил подготовить для вас топ-10 фильмов с Брюсом Уиллисом в главной роли. С днюхой! Погнали! «Шакал». Это ремейк фильма «День шакала» 1972 года, который был также снят по одноименному роману Фредерика Форсайта. Однако сюжет фильма имеет мало общего как с оригинальным фильмом, так и с романом. «Шакал» — это кличка. Под ней скрывается один из самых неуловимых преступников международного масштаба – наемный киллер, выполняющий самые сложные задания тех работодателей, кто способен заплатить немалые деньги. После того, как в московском ночном клубе прошла совместная операция американских спецслужб и российской милиции, был убит один из главарей русской мафии. Брат покойного обратился к «Шакалу» и сделал заказ. Информация об этом просочилась в ФБР. Стало ясно, что целью киллера является кто-то на самом верху Белого дома. Чтобы остановить «Шакала», американцы выпускают из тюрьмы ирландского преступника, у которого свои счеты с «Шакалом» и который единственный знает наемного убийцу в лицо. История о нас. Говорят, что есть пограничная территория между расставанием и разводом. Бен и Кэти – преуспевающая супружеская пара, которая через 15 лет после свадьбы находится на грани развода. Они пытаются спасти свой брак, но накопившееся за годы раздражение друг от друга все время выплескивается наружу. Может быть, выход в том, чтобы любить друг друга такими, какие они есть. История о нас жизненно о жизненном, с прекрасной актерской игрой и очаровательным музыкальным сопровождением. Королевство полной луны. 60-е годы 20 века. Пара влюбленных подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски – бойскаут и сирота, от которого отказались приемные родители. Из-за его непростого характера он стал изгоем среди других бойскаутов. С ним сбегает и 12-летняя неуравновешенная девочка Сьюзи, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковой отряд. 9 ярдов. Дантист Николас Озеранский вел спокойную и размеренную жизнь, но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и украл у своего босса $10 миллионов, а жена Николаса, Софи, решила сдать Джимми его бывшему боссу. Брюс Уиллис был уверен к концу съемок, что их фильму ничего не светит в прокате. Он даже заключил пари с Мэтью Перри, что в первый уикенд лента не окажется на первом месте в хит-параде. Фильм легко оказался на первом месте, а Уиллис, по условиям пари, должен был бесплатно сыграть в одной из серий сериала «Друзья», но потом ему все-таки заплатили за это мимолетное появление. Армагеддон. Тень гигантского астероида легла на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо чудо или совместные усилия лучших из лучших вместе с технологической мощью всего созданного человеком. Сможет ли горстка людей противостоять вселенской стихии? Армагеддон не играет с вашим разумом, он играет с вашими чувствами, вашими эмоциями, и более того, он нацелен исключительно на ваше сердце. 12 обезьян. 2035 год. Чудовищный, неизлечимый вирус уничтожил 5 миллиардов человек, то есть 99% населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей. Уголовник Джеймс Коул добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени. Он должен попасть в прошлое, чтобы помочь ученым найти источник возникновения этого ужасного вируса и раскрыть загадку таинственных 12 обезьян. Город грехов. Город грехов – это бездна преступлений. Здесь полиция коррумпирована, а улицы смертельно опасны. Тем не менее, один из жителей пытается найти убийцу своей подруги, а другой житель случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление. Также есть вторая часть фильма, которая вышла на экраны в 2014 году. «Город грехов» – это фильм нового поколения, который не хочет хвастаться перед зрителем количеством спецэффектов.
Он берет на вооружение более тонкие методы воздействия на зрителя, стильной и необычной картиной. «Крепкий орешек». В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Маклейн ведет смертельную схватку с бандой политических преступников, взявших в заложники 20 человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, а кончилось все настоящей войной. Это очень яркий, драйвовый, увлекательный и динамичный фильм, который бесподобно выдерживает проверку временем даже сейчас, в 2021 году. У фильма есть 4 продолжения, у 3 из них очень хороший рейтинг. Последняя же часть имеет очень подходящее название «Хороший день, чтобы умереть», потому как его рейтинг составляет всего 4,9 пункта из 10. Несмотря на это, франшиза получилась отменной. Пятый элемент. Каждые 5000 лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые 5000 лет вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. 23 век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу – спасение всего человеческого рода. Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на Землю. Победить его можно, только лишь собрав воедино 4 элемента – земля, вода, воздух и огонь, и добавив к ним загадочный 5-й элемент. Шестое чувство. Детский психиатр Малькольм Кроу сталкивается со странным случаем. 9-летнего Коула посещают страшные видения – призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на малыша свой гнетущий страх и отчаянный гнев. Как врач, Малкольм бессилен помочь, но как человек он пытается найти ключ к ужасному миру Коула, в котором веет дыханием смерти и распускаются страшные цветы боли. Если среди вас есть хоть один человек, кто не смотрел этот фильм, очень рекомендую. Это настоящий шедевр. Дорогие друзья, наша подборка подошла к концу. А какая лента вас заинтересовала больше всего? Напишите в комментариях. Также не забудьте поставить данному ролику лайк и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. До встречи!